Доброе утро, друзья! Сегодня у нас на календаре уже наступило то самое 24.11.2019 год. Честно, дыма вроде бы не вижу. Будем надеяться, что уже пожар потушен и все там хорошо. Но видеоотчет мы поедем сразу после утреннего видеосюжета. Сделаем для вас обязательно, потому что, я думаю, многие хотят быть в курсе. Вчера ночью поступали сообщения об огне в районе Анапской, в районе улицы Набережной, что там уже совсем немного оставалось места, но там были пожарные расчеты и все работало. Ура! Сейчас я вам покажу, как этот человек тут притеплился. Вы до него достучались на самом деле. Не? Ты просто неправильно выразился. Ты Я не женатый, я замужем. Просто сегодня жена уже наехала, сказала, ты хоть шаг пойди. Ты давай выкидывай эту гадость. Вот это надо показать просто. Смотрите. Почтальон Печкин, здравствуйте. Здрасте. Вам не хворать. Как ваше доброе утро? Ну, еще доброе. Вообще ништяк, да, сегодня погодка. Я сегодня думаю, я сегодня тоже бы купался. Но мне надо ехать этот пожар глядеть, что там, как там. А мне 40 минут. Готовить их будешь, в смысле, или разводить? Ну как, живые надо или полуфабрикаты тебе, вот как правильно сказать? Полуфабрикаты сделали, домашние. Ага, все тебя ждут. Сейчас не могу понять, тут кто-то... Договорились выехать, я уже Лед. потихоньку припаздываю. Все, понял. Ну ты мне сказал, я приехал пораньше. А ты, наверное, завестись не мог, да? Ладно, пойду искупаюсь. У тебя сколько показывал бортовой компьютер? Ну, минус сколько-то. Не знаю, не знаешь, торопил. Торопил. У меня минус 4. Лед на лужах есть. Мне вчера порадовали очень сильно некоторые комментаторы, которые писали: ребят, говорю, что вы ведра не возьметесь, не соберетесь всем городом, не побежите тушить пожар. А что ты не взял, ты твой не пошел тушить? Ну, потому что летом, когда горело, вертолетом еле потушили. А тут И ведрами. ведром, ты как дурак со ступой будешь. Слушай, другой комментарий меня вообще убил. Говорит, я вчера там чуть-чуть залез, и там, получается, болото, обрыв такой. Показывал, смотрите, видите, не дотушилось немножко, там разгорается. Он говорит, здесь все уже выгорело, отсюда возгорания не будет. И мне одна женщина говорит: ты что, пожалел свои ботинки, короче, что ты не прыгнул в болото, не начал тушить ногами. Господи, я вот читаю, это причем женщина пишет, думаю, блин. Скажи, Как мы вообще, наша раса, понимаешь, выживает? То есть там вообще материнский инстинкт должен срабатывать, что там всех сберечь, там... ну лесные пожары Путин привлек даже самолеты тушить, а они хотят, чтобы мы здесь ведрами потушили. Очень интересная ситуация. Тем более в лесу-то оно разгорается долго, а у нас оно разгорается очень лихо, потому что это сухой тростник. Тут на самом деле и пожарные туда не лезли, они когда стоят на границе, тушат, то есть они хотя бы за спиной себя безопасно чувствуют. Вот так вот, правильно. Для тебя специально, я был прям уверен, чтобы ты не разбрасывал гадость тут по берегу. Сейчас очень удивишь людей, они пришли с утра на море посмотреть, а мы пришли с утра на море искупаться. Не, на самом деле классно, я сейчас тоже соберусь с духом. Знаешь, как она меня ругает? Что говорит? Я всегда ругаю. Ну, просто ругает, говорит, о, какой плохой шот. Она же как-то в прошлом году с тобой даже приезжала посмотреть, действительно ты купаться ездишь, а не на левом. Проверила, говорит, нет, больше не проверяет. Я уже не делал, потому что пока она мне пинка не даст, ничего не делается. Вот абсолютно верно, это хорошая, значит, жена. Так, друзья, на градуснике у меня здесь минус 2. Жарко стало, шот-майку решил снять. Море. Ну, море у нас сейчас с этим. Очень много пепла в нем плавает. Даже здесь я вижу, смотрю, чуть включение. Ну и давайте. Теплая? Ах, ты мне специально, да, гадости говоришь, чтобы я тоже захотел. На самом деле очень такие специфические пожелания. Начитался я в комментариях
от того, чтобы сам пошел тушить. Вот вчера, на самом деле, я там споткнулся, упал, летел через себя, спасал телефон, ну, надо было еще залезть и в канал там тоже потушить немножко. Ну, почему вот с диванов такие вот советы люди дают? Непонятно. Так же самое, вот как тушение, я думаю, даже, может быть, и захотели люди помочь, но у нас специально от таких помощников стояло оцепление, чтобы туда не дернули. Я его за вчерашний день показал 2 раза, что стоят машины, перекрыто, все. Ох, поплыл. Я считаю, что там должна была работать авиация, которую нам сегодня обещали, что будут вертолеты. И вертолетами дотушивать. Ну, я так понимаю, что уже минимум сильного задымления, возгорания нету. Действительно, что говорит, вода теплее. Я уже вижу 6,9. Посмотрим, еще сильнее разогреется или нет. Да, уже 7,1. Ну, прекрасная утка, на самом деле. Я даже сегодня меньше одежды на себя нацепил, смотрю в окошко, ветра нету. И вполне возможно, если завтра эта тенденция продолжится, так как обещают ее вообще к потеплению, что у нас опять до 14-15 тепла температура дойдет, то возобновим свои купания тоже. 7,2, но пока выше не хочет расти. Сегодня, видите, я Ашот там дольше в море купается. Кстати, всех с выходным днем. Сегодня воскресенье. Еще один денечек отдохнуть у всех есть шансы. Так что воспользуйтесь этим на все 100%. Все, поплыл. Это продувается. То есть вот для чего я хожу. То есть по утрам купаться, прополоскать все эти вот пазухи водичкой морской. Потом ходишь, тебе ни нос не заложен, ничего. Те, кто помнит, особенно в начале, когда я начинал свой блог, очень часто было такое, что, говорил в нос. Сейчас вот как раз таки в том числе из-за этих морских процедур научился. Вот у Ашот, это он такой совет дал. Я это делать перестал. Ох, какая волна идет. То есть, друзья, максимальная температура море, которое сейчас удалось зафиксировать, было 7,1. Ну, что-то вроде все хорошо получилось. Сейчас узнаем, как у него действительно ли. Сегодня один из самых теплых дней. Ну и что, сколько вода? 7,1 максимально показал, на градус теплее, чем вчера. По ощущениям как? Да вообще лучше. Гораздо, да? Все, спокойно, уже никуда не бежит даже. Говорят, что ты мучаешься, прям вот, не знаю, там дрожишь, через силу себя заставляешь. Да вообще все на меня беду накликивают. И умрет, и это. Ребят, я взрослый дядька. Было бы мне совсем хреново, я вообще бы не ходил. Ты шляпу забыл. Да сейчас одену. И всем так охота, чтобы мне стало плохо. Так не могут понять, что вот как так, то есть ты берешь и купаешься. Там один пишет, это Гоша, привет, видеосерф, говорит, это не может быть, говорит, это биоробот, это не настоящий человек. Нет, биоробот это нормально. А когда там вот заболеет, вот умрет, это опасно. Было бы сильно опасно, я бы не ходил. Я бы больше 40 лет бы не прожил, если бы я был дурачком. Кто его знает? Я бы чуть пораньше помнил. Есть такая русская народная поговорка, дуракам везет. Ну значит так. Ну вот это, смотрите, вот он только что вышел из моря, одел шапочку, а здесь у нас просто лед. Даже без воды образуется. И кто-то еще пробежки совершает по утрам. Вот единственное, я не могу понять, почему им хочется, чтобы мне было плохо. Ну потому что тебе слишком хорошо. У нас вот почему-то народ такой, не то что порадовался, красавчик, молодец, мужик, хотя и такие комментарии тоже встречаются. Зачастую, хотят, вот когда человеку хорошо, чтобы ему стало немножко плохо. Ну не должно быть всем хорошо. У меня все равно все хорошо. Дай бог, чтобы так и было всегда. Ко мне ничего не липнет.
Я вот, правда, сейчас с утра не понял двух мужиков, которые вышли, посмотрели на море, море на месте и уехали. Не, ну просто не хотели смотреть. Им тоже было глупо. А Нет. что эти не купаются, которые тогда приходили? А все, наверное. Тогда это еще было, как сказать, летнее купание, а здесь уже, наверное, действительно моржевание. Да какого моржевания, Юра? Нет, еще? Еще нет? Ну эти ж пишут там у нас в Енисее минус 11. Надо ехать в Енисей покорять просторы. Это Красноярск, тут далеко. У меня ж мама кемеровчанка. И всегда говорила, ну, нечего там делать. В Сибири. Это так по-доброму, да? Ну да. Ребят, вот послушайтесь маму Ашота, там нечего делать, приезжайте. Я думаю, если вы там не были моржом, то здесь можете спокойно купаться, потому что у нас летние температуры, ой, точнее зимние температуры, как у вас примерно летние. Это очень многие тоже отмечают в комментариях, говорят, у нас лето такое. Приезжайте, живите круглый год. У вас будет тогда адское пекло в летний период и зимой, как и летом. На самом деле фантастика. Ну что, доброго, бодрого утра всем. Доброго утра. И от меня вам, друзья. И не переживайте за меня. Все будет хорошо, правильно? Ай, Хорошо, отлично все. все даже отлично. Сейчас он поедет, курочка, гусика купит. И вообще будет шикарно. А что ты с ней готовить будешь вкусного? А я откуда знаю? А я откуда? Вот так вот мужик и должен говорить, а я откуда знаю? Наша задача, как говорится, добыл, привез, а там с женой уже исполняет. Вот ему, короче, было мало. Да ладно тебе. Где теплее вода? Вода замерзла. Где вода теплее? Море. На море теплее, чем в речке. Я то в прошлый раз. Ух, там еще тоже клин птичек. Все, всем. Там просто замерзает, А дома? ноги полоснуть негде. Все, понял тебя. Видите, дома вода замерзла, приходится. Это, думаете, он просто так ходил? Это он с утра на море просто моется. Всем до свидания.